где он упал на землю в магической академии, окруженной магами. Он был шокирован, потому что не помнил, чтобы видел Тракхана до того, как попал сюда, а все вокруг смеялись над его одеждой. Луиза, маг, которая его вызвала, хотела отказаться от него, как и его отец, и пыталась вызвать другого фамильяра, но учитель не позволил ей и заставил заключить контракт с Сета. Она подошла к нему, но он отпрянул, потому что не доверял женщинам, но Луиза велела ему стоять смирно и заключила с ним контракт. И на его руке появилась метка, означающая, что связь установлена. Он узнал, что Луиза маг из благородной семьи, но совершенно бесполезна в магии, и все ее заклинания всегда проваливаются и оборачиваются против нее, поэтому все зовут ее Ноль. Она отвела его в свою комнату, все еще злясь на него, и стала обращаться с ним как со слугой, бросив ему свою одежду, чтобы он ее постирал. Сека попытался возразить и сказал, чтобы она засунула это себе в задницу, но она достала свою волшебную палочку и наложила на него заклинание, которое снова не сработало и вызвало еще один взрыв. Когда все немного успокоились, Сека решил рискнуть и выбежал из комнаты в коридор, где столкнулся с тупым блондином по имени Гуччи. Он не останавливается и бежит, пока не выбегает из здания, а Луиза бежит за ним, но Гуччи использует свою магию, чтобы поднять Сайта в воздух. И тот может только размахивать руками, видя две луны в небе и понимая, что это не сон, а он действительно попал в параллельный мир. В ту ночь Сато пришлось спать на полу, а Луиза приковала его цепью, чтобы он не сбежал ночью. Она бросила ему свою одежду и сказала постирать ее, на что он неохотно согласился, понимая, что в этом мире так принято. Потом она легла спать, а на следующий день он проснулся рано, чтобы постирать ее одежду и принести ей. Она сказала, что в ее шкафу еще много нестиранной одежды, и это его разозлило, но он промолчал. Она попросила его помочь ей одеться, но он отказался, сказав, что он ей не слуга и сделает это только если она его отпустит. Она согласилась, и он помог ей одеться. Когда его освободили от цепей, они пошли в столовую на завтрак. Сиджида, который ничего не ел с тех пор, как попал в этот мир, был голоден, но заметил, что люди шепчутся и смотрят на них. Луиза попросила его отодвинуть ее стул, а сама села на полу ее ног. Он съел кусок черствого хлеба на разбитой тарелке. После завтрака они вышли на улицу, и он увидел, как другие ученики общаются со своими фамильярами. Он столкнулся с Фредерикой, у которой фамильяром была огнедышащая саламандра. Она посмеялась над Луизой, предположив, что та привела с собой крестьянина, чтобы притвориться, что у нее есть фамильяр. Луиза расстроилась и ушла. Сато случайно столкнулся с горничной по имени Сиеста, которая уронила торт. Они оба извинились, и он поднял торт и положил его обратно на тарелку. Сиеста, такая же крестьянка, как и он, сказала, что она всего лишь служанка, а не дворянка. Гуччи, который раньше флиртовал с ней, позвал Сиесту и спросил, может ли он отнести торт ему, на что она согласилась. Он отнес торт Гуччи, который был с девушкой, и услышал, как Гуччи говорит, что у него никого нет, кроме нее. Сёо не смог удержаться от смеха над этой ложью. Гуша спросила, что его так развеселило, и Сёо рассказал, что накануне видел, как Гуа флиртовал с первокурсницей. Гуччи попытался это отрицать, но Сёо указал на вчерашнюю девушку, разоблачив обман Гуа. Обе девушки узнали друг о друге и отвесили Гуччи пощечину, от которой он упал на землю. Гуччи вызвал Сёо на дуэль, и тот согласился. Луиза настаивала, чтобы он извинился, но Сёо проигнорировал ее и пошел на место дуэли. Гуччи удивился, что Сёо пришел. Луиза попыталась вмешаться, сказав, что дуэли запрещены в университете. Гуччи возразил, что дуэли между дворянами запрещены, но Сёо, крестьянин, сделал это приемлемым. Дуэль началась, но Гуччи использовал робота, чтобы сражаться вместо него, вместо того, чтобы встретиться с Сёо лицом к лицу. Робот ударил Сёо, тот упал, и Луиза посоветовала ему сдаться, но он отказался. Несмотря на свои раны, он продолжал вставать, и Гуччи дал ему меч, думая, что Сёо не сможет его поднять. К удивлению Гуччи, Сёо почувствовал, что его боль усиливается, и одним ударом разрубил робота пополам. Гуччи вызвал еще роботов, но Сёо победил их всех, прежде чем приставил меч к горлу Гуччи, заставив его сдаться. Люди были поражены, что крестьянин победил дворянина, и Луиза бросилась к нему на помощь. Сайто потерял сознание от усталости. Он очнулся в знакомой постели, весь в бинтах. В комнате была Сисиста. Она сказала, что он был без сознания 3 дня. Луиза тоже была там. Она спала у окна, уставшая от того, что ухаживала за ним. Жизнь Сайта вернулась в привычное русло. Теперь он должен был каждый день стирать всю одежду и наряжать Луизу. Однажды он пошел на занятия вместе с ней, и в классе над ней стали смеяться, называя ее Луизой Нулевией, что очень забавляло Сайта. Когда они вышли из класса, он спросил Луизу об этом, и она объяснила, почему она так себя называет, что показалось ему очень смешным, и он начал смеяться над ней и злиться еще больше. В итоге он написал песню, чтобы еще больше поиздеваться над ней. Какой же он придурок. Луиза разозлилась и отказалась давать ему еду в тот день. Ночью Сёо постоянно просил у нее поесть, и когда она наконец согласилась, Сёо, огромный череп мама, снова стал дразнить ее, что снова разозлило ее, и она заставила его спать на улице. Когда он пытался уснуть на улице, его увидела Сисиста и сказала, что Луиза выгнала его, и он ничего не ел. Сисиста отвела его на кухню, где работники дали ему много еды,
потому что он был единственным крестьянином, который смог победить дворянина. Он наелся и вернулся в свою постель возле комнаты Луизы, где его поймала Саламандра Фририки, которая похитила его и отвела в свою комнату. Она пытается соблазнить его, чтобы он перешел на ее сторону, но не успел он ничего сделать, как в комнату заходит Луиза и уводит его обратно к себе. Она объясняет ему, что ее семья и семья Фредерики враждуют, и хотя ей нет до него дела, она не позволит ему быть рядом с Фредерикой. Но у Сато, похоже, нет никаких навыков общения, и он спрашивает, не ревнует ли она, и она выходит из себя и избивает его. После этого она говорит ему, чтобы он тихо лег спать, потому что завтра они едут в город. Сейка снова выходит на улицу, но останавливает его и говорит, что он может переночевать в комнате, на что он с радостью соглашается. На следующий день Луиза взяла Сато с собой в город. Она сказала ему, что Фредерика, похоже, заинтересовалась им и настояла на том, что ему нужно оружие для защиты. Они зашли в кузницу, где Луиза попросила лучший меч, но была шокирована ценой. Затем она попросила что-нибудь побюджетнее и остановилась на старом ржавом мече. В тот вечер в их комнату вошла Фрида с золотым мечом, который они не могли себе позволить. Она отдала его Сао и спросила, на чьей стороне он хочет быть. Сао растерялся, потому что хотел дорогой меч, но во время их спора из ржавого меча раздался голос, который назвал обеих девушек идиотками. Сейка отрицала, что это был он, и они поняли, что голос исходил от самого ржавого меча. Сейка поздоровалась с мечом, и они представились друг другу. Сейка, чувствуя себя одинокой, была рада, что нашла друга, и решила оставить старый меч вместо дорогого. Следующим вечером Сёа стирает одно из шелковых платьев Луизы, но у него ничего не получается, как и во всем остальном. Внезапно к нему подходит Сиеста и помогает ему очистить платье. Позже она очень грустно прощается с ним и уходит. На следующий день Луиза просит его подождать снаружи, пока она будет вести урок, и он соглашается. Пока он ждет, к нему подходит один из поваров с кухни и приглашает его поесть. Он ищет Сиесту, но не может ее найти. Он спрашивает повара, и тот отвечает, что Сиеста уволилась из академии сегодня утром, и ее забрал дворянин по имени граф Мот. Сёо очень удивлен и позже возвращается в комнату Луизы, чтобы поговорить с ней. Она объясняет, что когда дворяне забирают служанок, они хотят сделать их своими любовницами, даже если те против. Он в шоке и спрашивает, не злится ли она. Но для Луизы это обычное дело, и она отвечает, что ей жаль Сиесту, но они ничего не могут сделать. Позже той же ночью он убегает из замка и направляется к дому графа. Он заходит внутрь, но его тут же ловят охранники и ведут к графу. И так далее. Граф смотрит на него и говорит, чтобы он убирался, потому что он хочет жить, но Сега отказывается бежать и спрашивает, что нужно сделать, чтобы граф отпустил Сиесту. Граф отвечает, что если бы он мог принести книгу, которая принадлежит Фредерике, то есть семейную реликвию, то он бы отпустил Сиесту. Сега быстро убегает в лес, где его находит Луиза, которая искала его. Она забирает его и говорит, чтобы он заткнулся и лег спать, потому что они ничего не могут сделать. Сега соглашается с Луизой и лжет ей, что он пойдет спать, а сам пробирается в спальню Фредерики и просит семейную реликвию. Фредерика, к удивлению, не очень переживает из-за реликвии и с радостью отдает ее ему при условии, что он пойдет с ней на свидание. Это вызывает у него отвращение, и он выбегает из комнаты, удивляя даже Фредерику, которой теперь интересно, что его так разозлило. Он берет меч и садится на одну из лошадей, а затем направляется к дому графа. Тем временем Фредерика идет в спальню Луизы со своей подругой Шарлоттой, будет ее и рассказывает о поведении Сато. Луиза в шоке, что его нет, и не понимает, куда он делся, но Шарлотта отвечает, что, по ее мнению, он снова пошел к графу. Они все садятся на дракона Шарлотты и мчатся к дому графа. Сиба, с другой стороны, снова пытается пробраться в особняк графа, но его сразу же ловят стражники и приводят к графу. Сёа достает меч, что приводит графа в ярость, потому что ни один крестьянин не может обнажить оружие против дворянина. Он разбивает вазу и использует воду из нее, чтобы напасть на Сёа. Сёа падает, и прежде чем он успевает опомниться, граф превращает воду в короткие кинжалы и бросает их в Сёа. К счастью, Ли появляется в последний момент и отбрасывает кинжалы, спасая Сёа. Граф в шоке от того, что в его доме оказались дочери таких знатных семей, и немного успокаивается, решив поговорить с ними. Он говорит Луизе, что за то, что сделал Сега, его следует обезглавить, но Луиза умоляет его отпустить Сега и наказать ее вместо него. Фредерика спрашивает, что могло бы заставить его простить Сайта за его проступок, и граф отвечает, что если бы он мог получить фамильную реликвию ее семьи, то простил бы его. Фигарика тут же достает книгу и протягивает ее графу,
который с радостью берет ее и начинает листать. Сега напоминает ему о его обещании, и граф рассеянно приказывает стражникам освободить Сиесту и отпустить ее. Сёа интересуется, что в этой книге, и понимает, что это просто непристойный журнал из современной Японии, и должно быть его призвали сюда так же, как и его. Сиеста благодарит его за помощь и целует в щеку, прежде чем они все возвращаются в академию. Через несколько дней Луиза вдруг загорелась идеей посетить выставку, на которой студенты будут демонстрировать своих фамильяров, чтобы выиграть приз. Сиде показалось странным ее внезапное воодушевление, потому что раньше она никогда не интересовалась подобными вещами. Она начала учить его манерам и правильной речи, но ее усилия не увенчались успехом. Она также пыталась исправить его осанку, но это тоже не помогло. Луиза не могла придумать, какой талант он мог бы продемонстрировать, пока Сева в шутку не предложил показать свои навыки в стирке, за что получил заслуженную взбучку. Затем она вспомнила о его боевых навыках и спросила, может ли он их показать. Но Сато отказался, все еще стесняясь своего неудачного фехтования в прошлый раз. Луиза настаивала, чтобы он тренировался, чтобы не опозориться на выступлении. Сато тренировался во дворе, но выглядел довольно забавно, пытаясь удержать равновесие. Сесилия сообщила ему, что в их академию приезжает принцесса Генриетта, и это мотивировало всех стараться изо всех сил. Принцесса Генриетта приехала, и после первых формальностей она показалась им дружелюбной и элегантной девушкой. В тот вечер Луиза спросила Сато, как проходят его тренировки с мечом, но он признался, что у него проблемы с равновесием. Он в шутку предложил снова продемонстрировать свои навыки в стирке, что разозлило Луизу. Но прежде чем она успела ответить, в комнату вошла фигура в капюшоне и обняла Луизу. К их удивлению, это оказалась сама принцесса. Принцесса и Луиза дружили с детства и были очень близки. Принцесса ценила дружбу с Луизой после смерти ее отца. Несмотря на извинения Луизы за поведение Сиды, принцесса отшутилась и пожелала им удачи на предстоящем выступлении. В день выступления Луиза очень нервничала. Во время выступления Сео Луиза представила его как своего знакомого из крестьянского сословия, чем всех рассмешила. Принцесса хоть и смутилась, но не стала смеяться. Выступление Сео прошло неудачно, и он стал объектом насмешек. Луиза, сгорая от стыда, быстро увела его со сцены. Снаружи они столкнулись с гигантским големом, который напал на них. Стадо защитил Луизу, но сам попал в плен. Луиза попыталась использовать заклинание огненного шара, но случайно повредила башню. Это отпугнуло голема, но он успел что-то схватить и убежать. Сиду спасла Шарлотта, которая летела на своем драконе. Позже была создана комиссия для расследования кражи, но никаких зацепок пока не было найдено. На следующий день Луиза и Сато были в классе, а Фредерика продолжала преследовать Сато. Она принесла в класс вкусную еду, зная, что Сабин не получает таких угощений, когда остается с Луизой. Она даже сама его покормила, к большому неудовольствию Луизы. Вдруг в класс вошел учитель и попросил Луизу, Фредерику и Шарлотту следовать за ним. Их отвели в кабинет директора, где он рассказал о необычной краже секретного оружия из замка. Директор подозревал, что это было сделано намеренно, и призвал всех быть бдительными, полагая, что вор был кем-то из академии. У директора был набросок вора, но ее лицо было скрыто капюшоном. Они знали, что она направилась в джунгли после кражи оружия. Он попросил добровольцев поймать вора, но, к удивлению, никто не захотел преследовать ее из-за опасного голема, который был с ней. Даже директор был разочарован нежеланием аристократов действовать. Однако Луиза подняла руку, и Шарлотта с Фредерикой последовали ее примеру. Это удивило всех, и они высказали опасения, что 3 девушки с 3-го курса сами справятся с вором. Директор похвалил их за храбрость и рассказал об их исключительных способностях. Статус Шарлотты как рыцаря, сильная огненная магия Фредерики и родословная Луизы, а также навыки владения мечом Садо сделали их непобедимой командой. Секретарь директора тоже вызвался проводить их через лес, и директор одобрил это. Группа отправилась в лес и обнаружила следы, оставленные вором. По дороге Фредерика предложила Саито меч, который она купила, и после молчаливого одобрения Луизы он его взял. Они пошли по следу к уединенному дому в глуши. Шарлотта использовала свою магию, чтобы найти скрытые ловушки, но не обнаружив ни одной, они вошли внутрь. Внутри они нашли заброшенный дом с разбитой посудой и разбросанной мебелью. Они уже собирались уходить, когда Шарлотта нашла украденную вещь, посох разрушения. Но тут их прервал крик Луизы, донесшийся снаружи. Голем вернулся и напал на них. Шарлотта попыталась использовать против него магию ветра, но это не помогло. Федерика использовала магию огня, которая хоть и дала какой-то эффект, но не смогла победить голема. Шарлотта призвала своего дракона на помощь, но Луиза, чувствуя себя бесполезной из-за своей несовершенной магии, несколько раз атаковала голема, привлекая его внимание. Когда голем собрался нанести последний удар, спас ее, но отвесил ей пощечину, чтобы она поняла, чего стоит. Луиза призналась, что критика ее магических способностей сильно ранила ее. Голем продолжал атаковать, а храбро сражался мечом, который дала
дала ему Фредерика, но тот сломался. В отчаянии он достал ржавый меч, который обещал не сломаться. Сайто почувствовал прилив энергии и с новой силой атаковал голема. Несмотря на то, что голему наносили урон снова и снова, его способности к регенерации не давали ему умереть. Луиза, решив внести свой вклад, попыталась использовать посох разрушения, но не смогла им управлять. Голем приблизился к ней, но Са снова спас ее, забрав у нее посох. Он узнал в нем ракетницу из современной Японии. Он установил его и использовал, чтобы уничтожить голема. Шарлотта, Фредерика и Сейда вернулись к Луизе, а украденный предмет забрала секретарша директора. Однако Сейда заметила, что секретарша вела себя очень спокойно. Она сняла очки и распустила волосы, и оказалось, что это была воровка по имени Фондом. Она насмехалась над ними, но Сёа быстро вырубил ее, прежде чем она успела выстрелить из оружия. На обратном пути Сёа объяснил, что оружие было ракетной установкой из его мира, поэтому он знал, что выстрелить из нее можно только один раз. В кабинете директора их поздравили и сказали, что они должны отправиться в столицу, чтобы получить награду за поимку воровки. Позже в столице Сейда наблюдал со стороны, как люди танцевали и веселились. Вдруг он увидел, что Луиза вошла в зал в красивом платье, и вместо того, чтобы танцевать с кем-то другим, она подошла к нему и пригласила на танец, на что он с радостью согласился. На следующий день Луиза и Сёа были приглашены в Королевский дворец, где Генриетта поблагодарила их за спасение. Затем она подошла к Сёа и протянула ему руку для поцелуя, но этот болван не понял, что это значит. Луиза сказала ему поцеловать ее, и Сёгода внезапно превратился в крутого парня и поцеловал принцессу в лицо, а не в руку, чем ее и вырубил. После этого Луиза избила его, а потом попросила прощения и оттолкнула Сёгода. Генриетта сказала, что все в порядке, и попросила их об услуге, и Луиза согласилась сделать для нее все, что угодно. Принцесса сказала, что им придется пожить в городе какое-то время, потому что она хочет, чтобы они притворились обычными людьми и шпионили за аристократами, которые плохо обращаются с простыми людьми. Луиза сразу же соглашается и говорит, что они сделают все, что она скажет, без вопросов. Позже в тот же день Луиза выходит из магазина, одетая в простую одежду, которая ей не нравится, но она вынуждена носить ее, чтобы не выделяться. Затем она ведет его на конюшню, где пытается купить лошадь, но понимает, что они слишком дорогие и им пока не по карману. Потом она находит пятизвездочный отель и пытается забронировать номер, но в отеле принимают только богачей, а у них недостаточно денег, чтобы снять номер. Она начинает злиться, и когда Сато предлагает снять номер подешевле, она набрасывается на него и уходит. Вечером Сато находит ее на скамейке, и она признается, что проиграла все деньги в казино, потому что хотела больше денег. Сёо говорит, что нужно вернуться к принцессе и попросить еще денег, но Луиза отказывается, говоря, что они не могут подвести ее. Сёа жалуется, что голоден, как вдруг к нему подходит мужчина с парада гордости и спрашивает, не хотят ли они переночевать у него, потому что он готов предоставить им комнату при одном условии. Условием оказывается то, что Луиза должна работать официанткой в гостинице вместе с другими девушками, потому что мужчина нарушает все гендерные нормы в одиночку. Луиза, кажется, очень злится, а Сато вынужден помогать на кухне под руководством женщины по имени Джессика, пока девушки убирают со столов. А радужный флаг, развивающийся над ними, говорит, что тот, кто получит больше всего чаевых, получит огромный бонус и наряд, который он носит каждый вечер. Он объясняет, что этот наряд волшебный, и тот, кто его наденет, будет получать чаевые от всех посетителей. И рассказывает, что девушка, которая надевала его в прошлый раз, получила столько денег, что бросила эту работу и стала блогером в Инстаграм. Начинается обслуживание, и Луизе достается первый столик с вином, но клиент просит ее вылить его, что выводит ее из себя, ведь он просто крестьянин. Она скрывает свой гнев и выливает вино, но в итоге проливает его, и клиент начинает вести себя странно, спрашивая, есть ли у нее напчат. Она злится и выплескивает вино ему в лицо, угрожая убить его. Но участники парада гордости быстро обнимают клиента и уводят ее за салфетками, пока он вытирает лицо клиента своими губами. Каким-то образом первый ужин заканчивается, и Луиза рассказывает об этом Сато, который советует ей успокоиться, ведь у них есть место, где можно переночевать и еда. А он тем временем стелит себе постель и ложится спать, как обычно, в то время как Луизе трудно приспособиться. Луиза не может уснуть и видит какие-то ванны, которые пугают ее, и она забирается к нему под одеяло, чтобы чувствовать себя в безопасности и уснуть. Следующие пару ночей она пытается, но снова и снова нападает на клиента то из-за одного, то из-за другого. Парад гордости велит ей отойти в сторону и посмотреть на других девушек, потому что она чувствует, что не может этого сделать, и видит, как Сао веселится, и это ее злит. Поэтому она бросает бутылку ему в голову и вырубает его. Он приходит в себя в спальне и видит Джессику, которая говорит ему, что он вырубился, а потом спрашивает, аристократка ли Луиза. Это сразу же беспокоит Сато, который пытается скрыть этот факт, но Джессика смеется и говорит, что Луиза даже тарелку нормально не может держать. Хотя ее манеры и
уверенность говорят о том, что она благородная женщина. Сато признается, что у него секретная миссия, и это волнует Джессику, которая спрашивает подробности, но тут в комнату заходит Луиза. И он сразу встает и представляет Джессику как дочь с парада гордости. Луизе плевать, и она бьет его ногой в пах, снова вырубая, а потом вытаскивает его на улицу. Но Джессика останавливает ее и спрашивает, заработала ли она уже какие-нибудь чаевые. Луиза смущается и говорит, чтобы она не лезла не в свое дело, а когда Сёа пытается что-то сказать, снова бьет его ногой в лицо. На следующий вечер Луиза стоит в стороне, переживая, что не получит премию, потому что сегодня последний день, когда Шалтай-Болтай заходит в гостиницу вместе со своими охранниками. И его сразу обслуживают под радужным флагом. Вся гостиница переполнена и мест нет, но охранники освобождают помещение, и он садится на свою жирную задницу, приказывая любителю сосисок начать его обслуживать. Джессика сообщает Сате, что этот толстяк – сборщик налогов. Если они не будут с ним любезны, то им придется платить большие налоги. Она говорит ему, что никто не хочет его обслуживать, когда Луиза подходит к нему с подносом в надежде получить хорошие чаевые, но толстяк не впечатлен и начинает над ней смеяться, чем выводит ее из себя, и она в ярости пинает его по лицу, шокируя всех в гостинице, а охранники окружают ее, пока участники парада просят прощения. Сао подходит к толстяку и говорит ему убираться, потому что он не позволит никому обидеть Луизу. Толстяк приказывает охраннику напасть, но Сао тянется за мечом, но понимает, что забыл его в своей комнате. Он пугается и начинает плакать, но Луиза использует свою волшебную палочку, чтобы взорвать их, что шокирует толстяка. И он понимает, что Луиза не обычная крестьянка, а должно быть знатная дама. Он все еще думает, что она из бедной семьи, но она показывает ему королевский указ, который пугает его до глубины души, и он предлагает ей кучу денег, чтобы уладить это дело, и просит прощения. Луиза говорит им убираться, и они все выбегают на улицу, а Луизу окружают служанки, которые благодарят ее за то, что она сделала, и даже флаг гордости рад за нее. А Джессика показывает ей, что деньги, которые дал толстяк, делают ее самой высокооплачиваемой официанткой, и хозяйка объявляет ее победительницей конкурса. В ту ночь они ложатся спать, а Сёа думает о том, что они будут делать завтра. На следующий день они отправляются в путь верхом на лошади и по дороге встречают Джессику, которая сразу же дает Сёа очень мягкий, упругий бубенчик, что выводит Луизу из себя. Она говорит, что собирается навестить Табиту и предлагает им тоже зайти, прежде чем сесть в ее карету. Луизе это не нравится, но Сега обещает зайти и получает за это удар по лицу. По дороге Джессика пытается поговорить с Табитой, но той все равно, она продолжает читать книгу, а Джессика жалуется, что ее выгнали из прошлой школы. И из-за этого родители чуть не выдали ее замуж за старика, который хотел стать ее папиком. Внезапно карета останавливается, и фермер говорит, что дорога затоплена, и им придется ехать другой дорогой, что кажется Джессике подозрительным. Тем временем в школе Луиза снова отдает все свое белье Сато, велев ему выстирать его, и выгоняет его. Она все еще злится на него за то, что он счастлив с Джессикой, потому что ее маленький мозг не может понять, что она бьет Сато больше, чем всех врагов вместе взятых. Поэтому ему она явно не нравится. Стека привык к такому обращению и с радостью выходит на улицу стирать белье, а Гуччи отчитывает еще одна светловолосая девушка, потому что она видела его с кем-то другим. Она спрашивает Сёа, вернулась ли Луиза, и уходит, а Гуччи бежит за ней. После этого Сёа замечает перед кухней огромный старый ржавый котел, и когда спрашивает у повара, тот говорит, что он может оставить его себе. Сёа, довольный, катит котел в укромное место, готовый использовать его по назначению. Когда они возвращаются в карету, Джессика замечает затопленные дома внизу, что очень странно, учитывая, что дождя не было. Она также замечает плакат, который наводит ее на мысль, что Табита принадлежит к одной из королевских семей. Наконец они добираются до ее особняка, который оказался даже больше, чем представляла себе Джессика, и дворецкий готов их принять. Он провожает их в гостевую комнату, где Джессика садится, а Табита идет в другую комнату, чтобы встретиться с мамой. Она заходит в комнату и видит хрупкую женщину с голубыми волосами, которая смотрит в окно, и когда Табита представляется, старушка пугается и просит ее уйти. Тем временем в гостиной Джессика спрашивает дворецкого о картине на стене, и он объясняет, что это портрет отца Табиты, младшего брата короля. Он был отличным магом, более могущественным, чем сам король, и его любили почти все в королевстве, но однажды неизвестный убийца выстрелил ему в грудь и убил. После этого, когда Табита с мамой пришли во дворец на какое-то мероприятие, один из аристократов попытался отравить Табиту, но ее мама поняла, что что-то не так. И как сумасшедшая, вместо того, чтобы вылить яд, выпила его сама. В стакане был волшебный яд, который подействовал на ее разум, и с тех пор она ведет себя так, будто кукла в ее руках — это Табита, а ее настоящая дочь совсем заброшена. После этого Табита изменилась и стала выполнять безумно опасные задания, которые даже лучшие маги боятся брать на себя, и даже убила трехголового дракона. После этого она устала от всего этого и решила поступить в академию подальше от всех этих воспоминаний. В академии Сёо, у которого очень развит интеллект, решил сделать джакузи и наслаждается вечерней ванной под звездным небом, любуясь двумя лунами. А тем временем блондинка пригласила Гичи на свидание, держа в руках любовное зелье.
Сато заходит в воду, и в этот момент приходит Сиеста, чтобы проверить его, и пугается, уронив еду. Она тоже залезает в ванну, чтобы помыться, и они разговаривают о Луне, а Гуо подходит к столу и начинает флиртовать с блондинкой, но та предлагает тост и пытается подлить зелье. Но Гуччи замечает, что Луиза сердито идет по газону. Она идет по газону и видит, что Сато принимает ванну с сиестой, и это расстраивает ее, и она ревнует, злясь на свои чувства к слуге. Тем временем Гуччи продолжает флиртовать, но блондинка кричит, что видела обнаженную летающую женщину и подливает любовное зелье. К удивлению, Луиза подходит к ним, берет стакан, выпивает его до дна и уходит в гневе. Чуть позже Седа возвращается в комнату, где видит Ласси, которая лежит на кровати, надувшись, и спрашивает, что случилось. Сначала она ведет себя пассивно-агрессивно, но потом краснеет, и ее истинные чувства прорываются наружу. Она обнимает Сёа и рассказывает, как ей было грустно, когда он принимал ванну с сиестой, и даже признается, что любит ее. Сёа в замешательстве оглядывается и видит, что блондинка заглядывает в комнату и говорит, что это ее вина. В особняке Табита спит на кровати, а Джессика думает о задании, которое Дворецкий дал Табите, и о том, что она должна выполнить его как можно скорее. Табита просит Джессику остаться в доме, пока она не вернется, потому что это опасно, но Джессика говорит, что пойдет с ней. Ее мысли прерываются, когда Табите снится кошмар, и она обнимает ее, чтобы успокоить. На следующий день Сато, как обычно, идет стирать белье, но Луиза не отходит от него ни на шаг. Он вспоминает вчерашний разговор, когда блондинка сказала, что зелье предназначалось для Дуччи, потому что он обманщик и не может хранить верность, но Луиза случайно выпила его. И поскольку у нее были к нему чувства, она не отходила от него. Он спрашивает, когда пройдет действие зелья, но она не знает. Луиза продолжает виснуть на Сато и говорит, что не может оставить его одного, потому что он пойдет к другой девушке. В этот самый момент приходит Сесилия, и Луиза сразу же начинает вести себя как ревнивая бывшая и обвиняет Сато в том, что он изменяет ей с Сесилией, что заставляет ее чувствовать себя неловко, и она убегает, а Луиза злится на него за то, что ему нравится Сесилия, и убегает. Он догоняет Сесилию и видит, что она стирает одежду у фонтана. Он говорит ей, что все, что она видела, было неправдой, и это просто большое недоразумение, но Сесилия не отвечает ему и говорит, что ей все равно. Сато говорит ей, что это происходит из-за любовного зелья, которое Луиза случайно выпила прошлой ночью, и с тех пор она такая. Сесилия оборачивается и говорит ему, что ему не нужно ей врать, потому что даже она знает, что любовное зелье – это запрещенное средство, которое никто не использует ни в академии, ни за ее пределами. Сато возвращается в свою комнату, а Луиза все еще лежит на кровати, расстроенная из-за того, что произошло. И как только Сато приходит, она начинает плакать и говорит, что она совсем не чувствует себя красивой. Сато падает с кровати, но встает, обнимает ее и говорит, что найдет способ все исправить. В тот вечер Сато спускается по лестнице в комнату Блонди, отталкивает Гуччи и говорит ей, чтобы она вернула Луису прежний вид. Она говорит, что это произойдет само собой со временем, но Сёа подходит к ней и говорит, чтобы она нашла противоядие или заклинание, чтобы сделать это немедленно. Гуи пытается его перебить, говоря, что он разговаривает с аристократом, но Сёа напоминает ему о том, что недавно его избили, и Гуи тут же затыкается. Юдзи говорит блондинке, что ей, наверное, стоит сделать то, что он говорит, но она стоит на своем и говорит, что это невозможно. Сёа решает использовать свой козырь и говорит, что он знает, что любовные зелья запрещены, поэтому он пойдет к директору и расскажет ему об этом. Блондинка тут же пугается и говорит, что сделает это, но ингредиенты находятся в опасном месте, куда очень трудно добраться, но Сато говорит ей, что они отправятся туда завтра. И после нескольких угроз блондинка соглашается. Той ночью Люси без причины кусает его перед сном, пока Сато за ней присматривает. На следующее утро они все садятся на лошадей и едут к озеру, а Луис все еще спит на руках у Сато. Они подъезжают к озеру, и Буч убегает вперед, а Люси говорит Сёа, что связала ему свитер, и протягивает ему свитер, который больше похож на шапку. Но Сёа все равно его надевает. Вдруг они слышат крик Бима, который поскользнулся и упал в воду, и Блим с восхищением наблюдает, как эта местность, которая должна была быть деревней, теперь полностью затоплена. Она говорит, что водяной дух разозлился, и поэтому это произошло, и просит их подождать до вечера, потому что именно тогда дух выходит из воды. К вечеру блондинка достает из сумки лягушку, протыкает ей палец, капает на него кровью и приказывает найти водяного духа. Лягушка спрыгивает с камня, когда блондинка говорит, что в молодости заключила договор с духом, и что дух должен помнить ее. Внезапно огромная волна воды поднимается в небо, и блондинка называет свое имя и имена своих родных, а потом просит духа показаться. Вода принимает форму женщины, и дух говорит, что помнит блондинку, а потом спрашивает, какого черта ей нужно. Блондинка отвечает, что им нужен особый ингредиент, но дух отказывает им. Стиво начинает говорить, даже когда блондинка просит его замолчать, и он падает на колени и со всей душой просит духа помочь ему. Через некоторое время дух отвечает, что поможет им, если они победят людей, которые доставляют ей неприятности в этом районе. Стиво сразу соглашается, а блондинка говорит, что не хочет участвовать в драке, но Сёа шантажирует
уговаривают ее, чтобы она согласилась. Когда наступает ночь, они прячутся в лесу и ждут, пока не появятся нападавшие, а Луиза продолжает раздражать Сёа, вешаясь на него. Вдруг они замечают двух магов в плащах на берегу, которые, кажется, читают заклинания, и Сёа тут же бросается к ним. Но прежде чем он успевает напасть, Гуччи оттаскивает его, говоря, что они не могут напасть на них вот так, потому что маги очень умелые и могут легко убить Сёа. Гуччи предлагает план. Он отвлечет магов, а Сёо нападет на них неожиданно и победит. Сео соглашается с планом, и Гучча выходит из укрытия, чтобы с помощью своей магии земли создать комок земли и бросить его в противников, но маги используют свою магию ветра и огня, чтобы легко и эффективно блокировать атаки. Стиво решает напасть, но маг огня бросает в него огненный шар, заставляя его отступить, но Стиво разворачивается и отбивает его, а затем бежит к ним, уклоняясь от магии льда, и разрезает огненный шар, но его снова отбрасывает магией льда. Он падает на землю, а враги подходят к нему, чтобы нанести последний удар, но Луиза вмешивается и использует свою магию, чтобы создать взрыв, который срывает с них капюшоны. И свет показывает, что они сражались с Табитой и Джессикой, которые тоже удивлены, увидев их. Стиво и остальные объясняют им, что происходит, и Джессика говорит, что им дали задание победить водяного духа, потому что он затопил местность и наносит ущерб. Стиво предлагает вызвать духа и узнать, почему она это делает, и блондинка тут же начинает позировать, и дух появляется. Стиво сразу же спрашивает, почему она затопила местность, и дух отвечает, что это наказание, потому что люди украли у нее сокровища, и поэтому она злится на них. И если сокровища не вернут, она затопит всю планету водой. Сео спрашивает, что это за сокровище, и дух отвечает, что это волшебное кольцо, которое принадлежало ей и было украдено парнем по имени Крам. Сео обещает, что найдет кольцо и вернет его, несмотря ни на что, и, будучи идиоткой, Луиза соглашается и бросает ему особый ингредиент, а также обещает вернуть воду в нормальное состояние. В академии Луиза приходит в себя и не может поверить, что она наговорила ему такого и как себя вела, злится на него за то, что он позволил ей это сделать, и пытается ударить его. Но тут открывается окно и влетает принцесса, похожая на зеленого гоблина. Луиза сразу же подходит к ней и спрашивает, почему она пришла к ним ночью одна, ведь это может быть опасно. Но принцесса отвечает, что у нее очень важное дело, и им нужно сохранить его в тайне. Она говорит, что скоро выйдет замуж за уродливого короля из соседнего королевства, чтобы предотвратить войну между ними. Ей совсем не нравится король, но это нужно сделать ради блага страны. Проблема в том, что она обменивалась горячими сообщениями с принцем из другого королевства, и если это всплывет, их брак может быть расторгнут, что будет очень проблематично. Луиза опускается на колени и говорит, что сделает все возможное, чтобы помочь ей, но тут Сэдом замечает кого-то за дверью. Он кричит незнакомцу, чтобы тот показался, и оказывается, что это Гуч, который заходит внутрь и приветствует принцессу. А потом говорит, что слышал все, что она сказала, и с радостью поможет ей. Кажется, что и Сато, и Луиза злятся на этого яркого парня, но принцесса знает его отца и разрешает ему помогать в миссии. Позже той же ночью Сато идет стирать вещи, и Сиеста подходит к нему, извиняясь за то, что не поверила в историю с любовным зельем, но Сато говорит, что не стоит об этом беспокоиться, и спрашивает, есть ли в округе ученые. Она приводит его к старому ученому, который уже давно изучает драконов и пытается найти останки последнего дракона, и тот говорит, что давным-давно знакомый вроде Сато был призван легендарным магом, и этот знакомый использовал магию пустоты, которую больше никто не видел. Он также говорит, что даже у Сато есть такая же метка на руке, но больше они ничего об этом не знают. Сато возвращается в комнату и одевает Луизу, которая выглядит неуверенной, потому что считает, что она недостаточно талантлива для такой важной миссии. Но Сато говорит, что она достаточно сильна, чтобы справиться с этим, и Луиза грустно ложится на кровать. На следующее утро они все собираются верхом на лошадях, и Луиза смотрит на кольцо, которое ей дала Генриетта, говоря, что с ними поедет телохранитель. Они стоят и ждут, когда придет телохранитель, но из-под земли вылезает Крот, который оказывается фамильяром Гуччи, и, обняв его, Крот прыгает на Луизу и пытается снять кольцо. А Гуччи объясняет, что он большой любитель украшений. Внезапно сильный порыв ветра сбивает с ног Крота, который к ужасу Гуччи падает, а с неба спускается человек верхом на грифоне. Им оказывается седовласый крутой парень по имени Уорд, известный рыцарь. Он подходит прямо к Луизе и извиняется за опоздание, и Сато узнает, что Луиза помолвлена с этим мужчиной. Уорд берет ее на руки и говорит, что они сейчас отправятся в путь. Они начинают свое путешествие, а Гучча рассказывает Сёа, какие крутые грифоны у Уорда, и злится, что все стоят на коленях и трубят в рог Уорда. Пройдя через бесплодную долину, они наконец добираются до города, и как только входят в него, все начинают на них пялиться. Гучча объясняет, что этот город построил такой же крутой маг земли, как и он. Наконец они добираются до гостиницы, и Уорд говорит, что они переночуют здесь и завтра отправятся в путь, но Сёа не отвечает. Луиза говорит Сёа, чтобы он не был таким грубым, и когда Уорд уходит, она говорит ему, что ее родители устроили этот брак, но Сёа все еще ведет себя холодно и ревнует. Поэтому она говорит ему, что Уорд намного лучше сражается и выше Сёа, и уходит.
Вечером на Перу Уорд хвалит Луиса за то, что тот призвал фамильяра, что раньше было неслыханно, и спрашивает Гуча, проиграл ли он поединок с Сёа, от чего тот давится. Уорд спрашивает Сёа, держал ли он когда-нибудь в руках меч, и Сёа отвечает, что да, без особого интереса, а Луиза хвалит Уорда за то, что он так много знает. Уорд смотрит на Сёа и вызывает его на дуэль, что их удивляет, но Сёа все еще зол и отвечает небрежно, в то время как Луиза просит его извиниться, но он не хочет. Орк встает и говорит, что им пора спать, и Чат уводит Луизу в свою комнату, пока все смотрят. Сёа уходит с Гитчем, который наслаждается ночным небом, прежде чем отправиться в клуб, оставив Сёа одного. Он спрашивает свой меч, знает ли тот что-нибудь о предыдущем знакомом человеке, и меч отвечает, что тот был хозяином меча 1000 лет назад, и что им может пользоваться только знакомый человек, такой как он. Сёа выходит на улицу, а меч говорит, что у Сата есть скрытая способность идеально владеть любым оружием, если он захочет, и объясняет, почему сломался золотой меч. Потому что это было фальшивое оружие. Он спрашивает, смогут ли они победить Уорда, но меч отвечает, что это зависит только от Сата. Тем временем Уорд выпивает с несовершеннолетней Луизой, рассказывает, как она плакала в лодке посреди озера, а потом говорит, что в ней есть сила. Затем он говорит ей, что они должны пожениться сразу после завершения миссии, потому что он не может дождаться, когда она станет совершеннолетней. Он пытается поцеловать ее, но она вспоминает Сата, и Уорд останавливается и говорит, что ее сердце уже занято, так что это бесполезно. После этого он выходит из комнаты и говорит, что она захочет выйти за него замуж к концу миссии, и уходит. На следующий день Сата и Уорд встречаются в переулке, готовые к дуэли, и хотя Луис просит их не драться, никто из них не собирается отступать. Сата достает свой тренировочный меч, Уорд делает то же самое и сразу же начинает атаковать со всех сторон, а Уорд просто уклоняется и блокирует его удары, отталкивая его мечом. Уорд хвалит его за скорость, но Сата не в настроении для разговоров и взбирается по стене, чтобы напасть. Но Уорд блокирует его атаку и снова нападает на него, а затем использует магическое заклинание, чтобы отбросить его в сторону, пока Луиза подбегает к нему. Уорд подходит к Сёа и говорит, что он никогда не сможет победить мага, а значит никогда не сможет защитить Луиса, и уходит. Вечером Сёа смотрит с балкона, и по его щекам текут слезы, когда он вспоминает, что сказал Уорд. Луиза подходит к нему и спрашивает, почему он плачет, но он отвечает, что альфы не плачут, и это просто слезы от напряжения. Она говорит ему прекратить, ведь он проиграл лучшему рыцарю королевства, и нужно смириться с этим, но Сата отталкивает ее и говорит, чтобы она убиралась. Луиза грустно поворачивается и уходит, говоря, что после этой миссии выйдет замуж за Уорда. Через некоторое время Кучу подходит к Сёа и говорит, что им нужно уходить, но вдруг земля содрогается, и они оборачиваются и видят, как из-под земли появляется гигантский голем. К их удивлению, на вершине голема стоит вор, который должен быть в тюрьме. Тем временем Луиза спрашивает Уорда, куда делись те двое парней, которые, по словам всех, убежали домой, испугавшись. Но не успевает она ничего сказать, как Гриффин спускается по лестнице, и они видят, что корабль или дерево, на котором они приплыли, готово к отплытию. На балконе Ючи прячется за Сао, а ФК использует своего голема для атаки, но Сао отрубает ему руки и прижимает ФК, но тот просто использует магию, чтобы восстановить руку. Гуччи тут же использует свою магию земли, чтобы призвать боевых кукол, которые окружают голема. Но голем быстро расправляется с ними и бросает последнюю куклу в Гуччи, который в ужасе падает. Голем направляется к ним, но вдруг его ослепляет вспышка света, и он падает на колени. Они оборачиваются и видят Табиту и Джессику на драконе, который спускается на балкон. Услышав шум, на балкон выбегает толпа местных жителей, и Фолк с друзьями убегают, услышав громкий гудок отплывающего корабля. К тому времени, как маг падает, Сата хватает администратора, который говорит ему, что Луиза и Уорд уже давно ушли на корабль. Поэтому он выбегает и спрашивает Гуччи, где пришвартовался корабль, но Гуччи говорит, что уже слишком поздно, и показывает ему летящий корабль, а Сайта может только кричать. Тем временем Луиза смотрит на корабль с противоречивыми чувствами, а Уорд говорит ей, что никогда не оставит ее одну, как это сделал Сёа. И она вспоминает, как он столкнул ее, и ей становится грустно. Затем она поднимает глаза и говорит Уорду, что принимает его предложение руки и сердца. Сё садится на землю и рассказывает Гичу, что, по ее мнению, Уорд работал с Фолком, а она просто напала на них, чтобы отвлечь и не дать им попасть на корабль. Гуччи удивлен таким смелым заявлением, а Джессика говорит, что следующий корабль отплывает завтра утром, и им ничего не остается, кроме как ждать. Вдруг земля под ногами Гуччи снова начинает дрожать. Он падает, но это оказывается его родинка. Тем временем на корабле Уорд дает Луизе еще немного алкоголя и обещает жениться на ней, как только они выполнят задание, а затем спрашивает о подробностях, но Луиза отказывается отвечать, потому что принцесса велела ей молчать.
На следующее утро они наконец прибывают в пункт назначения и заходят в церковь, где их сразу окружают стражники, прячущиеся в тени. Луиза прячется за Уордом, а он говорит, что они пришли встретиться с принцем, но командир стражи отвечает, что никто не знает об этом месте. Луиза говорит, что принцесса Генриетта рассказала ей об этом месте и показывает кольцо на руке, и командир тут же убирает меч, снимает перчатку и показывает похожее кольцо на руке. Он просит ее дать ему 5, и как только они это делают, из колец появляются радуги. И командир извиняется за ошибку и снимает шлем, чтобы показать, что он сам принц королевства Тюдор. Позже тем же вечером Луиза передает ему письмо от Генриетты, и принц, прочитав его, достает из ящика стола ответ и отдает его Луизе. Луиза поднимает на него глаза и спрашивает, что было в письме и были ли там еще какие-нибудь откровенные послания, но принц говорит, что не может рассказать ей об этом. И добавляет, что в его стране идет гражданская война между королевской семьей и аристократами, которыми манипулирует третья сторона. Он благодарит ее за то, что она передала ему письмо, а Луиза просит его быть осторожным. На следующее утро она просыпается и видит, что Уорд ждет ее снаружи. Он говорит, что миссия выполнена, и сообщает, что они сейчас поженятся прямо здесь, а принц будет свидетелем. Луиза нервничает и вырывается из его объятий, говоря, что сейчас она не может этого сделать, и что им нужно вернуться в свою страну. Но Уорд хватает ее сзади и не отпускает, говоря, что он и есть та самая третья сторона, которая разжигает гражданскую войну в этой стране. Луиза в ужасе вырывается и убегает, но врезается в другого странного мужчину, который достает кольцо и с его помощью подчиняет себе Луизу, и она теряет сознание. В тот же вечер все приготовления закончены, и Уорд ведет ее к алтарю, где принц читает их клятвы, а Уорд соглашается, в то время как Луиза пытается взять себя в руки и отказаться, но мужчина все еще контролирует ее. Она почти соглашается на свадьбу, но Сато прерывает церемонию, выкрикивая ее имя, и все удивляются. Это лишает Луизу рассудка, и она снимает платье, пока он рассказывает ей, что Моль преследовала ее украшения и привела их сюда. Принц, растерявшись, приказывает стражникам арестовать Сато, но Луиза не успевает рассказать ему правду. Как Уорд отталкивает ее и наносит принцу удар в грудь, прежде чем тот падает на пол. Луиза бросается к принцу, но тот просто снимает с пальца кольцо и отдает ей, а потом умирает от потери крови, пока она кричит. Саита готовится к бою, но Уорд просто использует свою магию, чтобы отбросить их всех, подходит к Саита и приставляет меч к его шее. Са понимает, что он стоит за всем этим, а Уорд приказывает Луисе выйти за него замуж, чтобы они вместе правили миром, но она отказывается. Са хватает меч, и его метка начинает ярко светиться. Он злится на Уорда за то, что тот играет с сердцем Луизы, а Уорд уходит, и Са встает, и его старый ржавый меч становится блестящим и новым. Уорд снова использует свою магию, но к его удивлению меч поглощает магию, и Саита прыгает в воздух, чтобы атаковать, а Уорд снова использует свою магию. Но Саита рассекает ее и атакует его, а потом падает на землю, и Уорд падает. Он снова встает и говорит, что уже убил принца, и теперь у него есть письмо, которое было у Луизы. Затем он использует свою магию, чтобы разрушить церковь, все вокруг начинает гореть, и обломки падают на землю, но Седа не дает Луизе последовать за ним. А на них падает горящий камень, но Табита использует свою магию, чтобы создать щит и перенести их в безопасное место. К тому времени, как Майк падает, огонь уже потух, а Луиза все еще без сознания и видит себя в лодке, но на этот раз вместо Уорда она видит рядом с собой Сато. Она наконец просыпается, когда Сато воспользовался ее состоянием, но решает не придавать этому значения, и они возвращаются домой. На следующее утро Луиза предстает перед принцессой и вручает ей кольцо, сообщая, что принца убил Уорд, а письмо тоже было украдено. Она берет на себя ответственность за все и начинает плакать, но принцесса останавливает ее и обнимает, тоже плача и благодаря за все, что она сделала. Позже Луиза приходит к директору, а ученый маг тоже там, просит отпуск. Когда ученый уходит, директор говорит Луизе, что ученый считает, что нашел место, где могут быть останки последнего дракона. Директор сомневается в существовании этого места, но все равно отпускает его. Затем он спрашивает Элизу о докладе, и она рассказывает ему обо всем, что произошло, а он терпеливо слушает и уверяет, что она ни в чем не виновата. Позже она спрашивает его, почему она призвала фамильяра человека, и директор говорит, что в прошлый раз сильнейшего мага на земле призвал легендарный фамильяр человек. И это расстраивает Луизу, потому что она даже не может использовать элементарную магию. После этого она возвращается в свою комнату и одевается, а Сато приходит в прачечную. Но видит там еще больше грязной одежды и жалуется на это, в результате чего Луиз превращается в доминанта, бьет его плетью, а потом говорит ему убираться и бросает в него подушку. Он падает, ударяется о кастрюлю и ранится, а потом видит, что Сиеста идет мимо в другой одежде. Они садятся, и она говорит ему, что каникулы начались и она возвращается домой. Она рассказывает, что ее прадедушку всегда считали пришельцем из другого мира, как и Сёа,
и что в то время было два дракона. Это заинтересовало Сёа, и даже Джессика подслушала это, когда Сиеста сказала, что один из драконов улетел на солнце и погиб, а на другом драконе летал ее прадедушка. Но больше их никто никогда не видел. Согласно легенде, останки драконов до сих пор где-то в ее деревне. Это напоминает Сато о разговоре с ученым о драконах, и он спрашивает Сиесту, может ли она отвезти его в свою деревню, и она соглашается. Тем временем Луиза выходит на улицу, чтобы найти Сато, потому что ей стыдно, что она ударила и выгнала его, и тренируется извиняться, но нигде его не находит. Выйдя на улицу, она видит, как Сау уезжает из школы на лошади с Сиестой, и это ее шокирует, поэтому она быстро идет к повару и спрашивает, куда уехала Сиеста. Повар отвечает, что она вернулась в свою деревню, и Луиза уходит, злясь на Сёа за то, что он бросил ее одну. С другой стороны, Сёа скачет по джунглям вместе с Сиестой на лошади, пока она спрашивает, можно ли ему уехать, не предупредив Луизу. Но Сёа все еще злится на нее и говорит, что все в порядке. Наконец они добираются до деревни, и Сёа говорит ей, чтобы она шла вперед, и сообщила ему, с чего начать расследование. Сиеста благодарит его за то, что он ее проводил, и убегает к себе домой, а ученый тоже заходит в деревню, чтобы найти останки. Через некоторое время Сиеста возвращается с картой, и они с Сайто изучают ее, пытаясь найти точное местоположение, как вдруг кусты зашуршали, и из них вылезло существо, которое оказалось саламандрой в сопровождении Джессики. Он поднимает голову и видит, что над ними летит дракон вместе с Табитой, а из-под земли вылезает крот в своей яркой одежде. Он спрашивает, зачем они здесь, и Джессика отвечает, что они тоже здесь, чтобы найти сокровище, которое, как известно, находится рядом с драконом. Чуть позже они, наконец, находят пещеру и радостно заходят внутрь, а Саламандра освещает им путь. Они идут гуськом, как вдруг Табита говорит, что в пещере есть кто-то еще, и все настороженно замирают, а Сато достает меч, а Сиеста прячется за ним. Вдруг кто-то использует магию, чтобы сломать один из каменных выступов, и предупреждает, что следующая атака будет направлена на них. Они готовятся к схватке, и Джессика просит их остановиться, потому что узнает голос нападавшего. Когда свет падает на него, они видят ученого по имени Колберт, который удивлен, что они здесь вместе с Луизой. Колберт сразу же начинает изучать карту, а Сато и Луиза все еще злятся друг на друга. Луиза говорит, что она здесь только как ассистентка, и они снова идут вперед. Наконец они выходят из пещеры в густой лес и видят заброшенный сарай. Все начинают осматривать сарай и замок на нем, а Табита смотрит на что-то другое неподалеку. Са подходит к ней и тоже смотрит, но с удивлением видит японский текст. Луиза и Табита не могут его прочитать, но Са говорит, что это написано на языке его страны. Тем временем остальным удается открыть сарай, и они находят там что-то непонятное. Са заходит внутрь и сразу же удивляется тому, что видит. Он проводит рукой по предмету, и его метка начинает светиться. Он говорит, что это самолет, который люди в этом мире приняли за странного дракона. Он говорит Сиесте, что она выглядит иначе, и теперь он понимает, что ее черные волосы и глаза – это из-за японской крови, которая течет в ней благодаря дедушке. Вдруг Халверт звонит Саито и говорит, что с помощью самолета он сможет вернуться домой, и это удивляет Луизу. Он говорит, что согласно легенде два дракона летали в небе, и один из них влетел в затмение, а другой не смог. Сиеста добавляет, что ее прадедушка некоторое время кружил в воздухе, прежде чем приземлиться, а Калвер говорит, что должно быть он неправильно рассчитал время. По его словам, он может вернуться в свой мир, если запустит этого странного дракона в затмение, которое, возможно, является чем-то вроде портала. Позже в тот же день они смогли вернуть самолет в академию, где все собрались, чтобы посмотреть на эту невиданную ранее технологию. Глядя на него, Стато вспоминает, что Колберт показывал ему бутылку с какой-то жидкостью, которую он принял за драконью кровь, и идет проверить. Его подозрения подтвердились, жидкость оказалась бензином, и он говорит Колберту, что они могут использовать его для заправки самолета. И Колберт обещает сделать еще немного, чтобы они могли пользоваться самолетом. Тем временем он садится в самолет и начинает проверять все приборы, чтобы убедиться, что все работает нормально, и, к его удивлению, это получается у него легко. Меч говорит ему, что этот самолет предназначен для войны, и Сайто может использовать любое оружие, поэтому он знает, как им пользоваться. Он замечает на другой стороне листьев, который смотрит на него, а потом уходит, думая, пойдет ли на самом деле Сайто. Внезапно вбегает испуганный Гуча на лошади и говорит Луизе, что случилась большая беда. Сначала Луиза отмахивается от него, но он говорит, что Уорд захватил соседнюю страну Альбион и объявил войну их королевству. Тем временем Сайто, который ничего об этом не знает, сидит в самолете и думает, когда же будет следующее затмение, чтобы он мог вернуться домой. В Альбионе лысый парень по имени Кромвель сидит на троне и радуется, что его план идет как по маслу, и благодарит людей за то, что они украли для него кольцо водяного духа. Он смотрит на карту и планирует завоевать страну Трис, где правит принцесса Генриетта. Уорд говорит ему, что все готово и что Трис сейчас не сможет защититься, потому что
рыцарей драконов Альбиона хватит, чтобы победить их. Кромвель спрашивает, когда они должны напасть, и Уорд отвечает, что они должны напасть в день солнечного затмения, чтобы воспользоваться темнотой. На следующее утро Седа подходит к Луизе и пытается помириться с ней. Говорит, что уедет через 3 дня, но Луиза спрашивает Брэди и говорит, что ей все равно, и это его ранит. Он сердито уходит, а Луиза грустно смотрит ему вслед. Тем временем в Королевском дворце созывается военный совет, на котором командиры заявляют, что армия Альбиона слишком велика. И они не думают, что войну с ними можно выиграть любой ценой, поэтому они предлагают просто сдаться и спасти свои жизни. Генриетта становится королевой и говорит, что они никогда не сдадутся, потому что это вопрос их чести и гордости, поэтому она сама поведет войска. А ее мать, королева, просто соглашается. Вернувшись в академию, Седа с грустью смотрит на Луну с балкона, думая о том, что через 3 дня он уедет, а потом вернется в свою комнату и сядет на соломенный матрас. Тем временем всех магов академии вызывают в зал на собрание, где директор сообщает, что через пару дней начнется война и что сама принцесса возглавит армию. Поэтому академия будет закрыта до дальнейших распоряжений. Это пугает студентов, которые планировали вернуться домой, а Гуч гордо заявляет, что он пойдет в армию, но когда Джессика тычет в него пальцем, признается, что его заставляют это сделать, потому что его отец командир. Услышав это, Луиза возвращается в свою комнату, включает свет и, подойдя к спящему Сёа, прощается с ним, потому что тоже собирается сражаться на передовой. На следующее утро Сёа находит у своей кровати записку и, прочитав ее, узнает, что Луиза уволила его и сказала, что он может идти куда захочет. Сёа находит это странным и показывает записку Джессике и Табите, которые смотрят на нее, и Джессика рассказывает ему о предстоящей войне, о которой он ничего не знал. И говорит, что, по ее словам, Луиза отправилась к принцессе Генриетте, чтобы сражаться вместе с ней. Так и оказывается, потому что Луиза присоединяется к Генриетте, которая берет ее с собой на войну. Тем временем в деревне Сиесты она работает на ферме и вспоминает, что через пару дней Сайта уедет. Вдруг она замечает в небе корабль, полный воинов из Альбиона, которыми управляет Кромвель с помощью своего кольца. Он говорит им, что Тристан отказался сдаться, и они идут на войну. В замке принцесса и остальные готовятся к войне, когда до них доходят новости о том, что в соседней деревне заметили военный корабль. Королева прощается с Генриеттой, которая отправляется на поле боя. Когда наступает утро, Сёа снова проверяет самолет, а Джессика говорит, что ему нужно встретиться с Луисом, потому что у него больше не будет такой возможности. Но Сёа отказывается. В это время приходит Калверт с бочками бензина, который он смог сделать за эти дни, и говорит Сёа, что мог бы сделать больше, но началась война. И деревня Сиеста стала первым местом, где она началась. Тем временем Генриетта и ее войска идут к деревне. Она еще раз благодарит Луизу за то, что та ее сопровождает, но мысли Луизы заняты Сао и тем, что он скоро уедет. Вдруг они останавливаются, увидев в небе военный корабль, а рядом с ним летят драконы. Вернувшись в академию, Сато говорит всем, что они не могут позволить Альбиону разрушить деревню, и собирается остановить их с помощью этого самолета. И хотя Джессика говорит ему, что самолет может быть поврежден, и он никогда не сможет вернуться домой, Сато готов на все, чтобы защитить деревню. И приказывает Колберту запустить двигатель с помощью магии. Колберт запускает двигатель, и Сато начинает разгонять самолет, но понимает, что места для взлета недостаточно, и он, скорее всего, врежется в стену. Но в последний момент Табита использует свою магию ветра, чтобы помочь ему взлететь, и Сато исчезает в небе. После этого Табита призывает своего дракона и тоже готовится принять участие в войне, и даже Джессика соглашается пойти с ней. Тем временем Садо на полной скорости летит к деревне и понимает, что в самолете еще много боеприпасов, так что он может внести свой вклад, а Табита и Джессика следуют за ним. На земле принцесса наконец разрабатывает план сражения и приказывает грифонам атаковать рыцарей драконов, а остальные ее войска попытаются пробраться к линкору. Отряд грифонов летит вперед и пытается использовать свою магию ветра против рыцарей драконов. Но драконы намного быстрее уворачиваются, прежде чем выпустить мощный огненный залп, убивая грифонов. Тем временем кавалерия приближается к линкору, и только у Гитча хватает ума спросить, как они вообще попадут на корабль, который находится в воздухе, но командир продолжает идти вперед. А линкор стреляет из пушек, снова и снова поливая кавалеристов огнем. Отчего Гитч сбивается с курса, но индийский командир все равно идет вперед, а Гуччи пытается понять, в чем смысл этой стратегии. С другой стороны, Сиеста собирает оставшихся жителей деревни и пытается увести их в лес, где они все прячутся. А Генриетта смотрит на разворачивающееся сражение, понимая, что ее место на кухне. Внезапно все поднимают головы и видят,
видит, что начинается затмение, и тут они слышат громкий шум, доносящийся с неба, и замечают, что Сёа летит на своем самолете. Что шокирует всех на Земле, ведь они думали, что это просто легенда. Но Сёа смотрит на поле боя и решает наплевать на свои планы вернуться домой, разворачивается и летит прямо к месту сражения, демонстрируя истинную мощь Америки. Расстреливая всех животных на своем пути, убивая их одного за другим, пока рыцари-драконы в замешательстве от того, что их преследует. Он продолжает убивать, и это привлекает внимание Фолка и Уорда, которые решают сами вступить в бой, а Сайта тем временем расправляется с большинством рыцарей-драконов, пока армия внизу с восхищением наблюдает за происходящим. Наконец он убивает последнего дракона. Но тут другой сверхбыстрый дракон уворачивается от его пуль и появляется позади него, держа в руках Уорда, который достает свой меч и направляет на него магию ветра. Сата тут же достает меч и поглощает магию, разворачиваясь и готовясь надрать Уорду задницу, но в последний момент у него заканчиваются патроны. Тем временем Фальк создает голема и атакует армию, а Уорд снова и снова нападает на Сау, который поглощает магию, потому что больше ничего не может сделать. Гуч в итоге натыкается на Табиту и Джессику, которые смотрят на поле боя, видят, как голем все разрушает, и решают встретиться с Фолком и его големом лицом к лицу. Гуч пытается убежать, но Табита его останавливает, а Джессика провоцирует Фолка, насмехаясь над ним. Фолк готов атаковать, но Гуч использует магию, чтобы превратить голема в лепестки. А затем с помощью алхимии превращает его в масло, которое поджигает Джессика, создавая огромный огонь вокруг голема, который сгорает дотла и разваливается на части. А Фолк убегает, преследуемый Гучем. Тем временем у Сата заканчиваются патроны, и Уорд начинает его бить. Одно из крыльев загорается, но прежде чем Уорд успевает нанести смертельный удар, на него нападают Табита и Джессика, и он падает на землю. Луиза спрыгивает с дракона Табиты к Сау, и Табита с помощью магии помогает ей приземлиться, а Сау хватает ее за руку и затаскивает в кабину. Он кричит на нее за такую глупость, но Луиза начинает плакать и извиняется за свое поведение. Тем временем Уорд приходит в себя и снова нападает на Сайта Хедена, который достает меч, готовый защищать Луизу ценой своей жизни, и это что-то пробуждает в ней. И вдруг его метка начинает ярко светиться, а Уорд нападает на Сау и ранит его в щеку. Внезапно Луиза теряет контроль над своим телом и направляет палочку на Уорда, в то время как Сау говорит ей, чтобы она заходила в самолет. Меч говорит ему, что скрытые способности Луизы проявляются, и он должен выиграть для нее время, но Уорд продолжает атаковать их и повреждает двигатель еще сильнее, из-за чего самолет начинает падать, и Сау понимает, что самолет слишком поврежден, и он не может ничего сделать, пока Уорд готовится нанести последний удар. Когда Луиза высвобождает свою магию, и появляется огромный белый свет, который освещает все небо, окутывает Уорда и сжигает военный корабль дотла. А зрители смотрят на это снизу. Когда свет гаснет, Луиза без сознания падает в объятия Сата, а он пытается управлять самолетом, но не может, поэтому пытается посадить самолет на траву как можно безопаснее. К счастью, они приземляются, когда затмение заканчивается, а Табита и Джессика с недоверием подходят к сгоревшему кораблю, не веря, что Луиза сотворила такое волшебство. Когда внезапно появляется Кромвель и сразу же использует свое кольцо, чтобы заставить девушек лечь на землю. И они ничего не могут сделать, а Гуччи просто бьет этого дурака и вырубает его, говоря, что Фокс сбежал. Луиза наконец-то просыпается и ругает его за то, что он пропустил затмение и разбил свой самолет, но он говорит ей, что решил остаться здесь с ней. И она счастлива, и они наконец мирятся друг с другом. Война наконец закончилась, и герои получили медали, которые Луиза собиралась показать Сата, но не нашла его и отправилась на поиски. Она снова шла по лужайкам и садам, пока не увидела, как Сиеста разговаривает с Сата. Он заметил Луизу и испугался, когда она достала хлыст, готовая снова его наказать. Прошло какое-то время, и Саита снова оказался в самолете, летящем к затмению, и метка на его руке ярко засветилась. Он вошел в затмение, похожее на черную дыру, и, пройдя через него, открыл глаза и увидел множество знакомых зданий, людей и, наконец, понял, что вернулся в Японию. Он радостно летел по улицам, оглядываясь по сторонам в поисках Луизы, но никого не находил и начал ее искать, пока не понял, что вернулся сюда один. Внезапно нахлынули воспоминания о том, как его бросили в этот волшебный мир, где его избил Луиз, и где он даже участвовал в настоящей войне. И он заплакал, понимая, что без Луизы нет смысла жить. Он произнес ее имя и попросил вернуть его к ней, но рычаг самолета сломался пополам, и он начал падать на землю. И когда он ударился о землю, Соу проснулся и понял, что упал с кровати. Луиза просыпается и спрашивает, что с ним случилось, но Сёа так рад ее видеть, что просто подбегает и крепко обнимает ее, говоря, что не хочет уходить навсегда. И ей от этого становится очень хорошо, но эта женщина – его самая большая печаль, и она толкает его на пол, прежде чем снова велит ему лечь спать. Сига молча встает и ложится на кровать, прежде чем заснуть. На следующий день в замке проходит церемония коронации, так как Генриетта станет королевой Трисона за ее заслуги в последней войне, где она смогла спасти страну от полного уничтожения. Кажется, что титул ее не
очень интересует, но министр утверждает, что Трисан все еще в опасности и что сейчас ее лидерство нужно больше, чем когда-либо. Весь город кажется в праздничном настроении, все готовятся к ее коронации, а Кромвеля тем временем запирают в темнице, но ее взламывает неизвестная женщина, которая подходит к камере Кромвеля и говорит, что разочарована в нем. Кромвель умоляет дать ему еще один шанс и утверждает, что внезапно появилась неизвестная магия, которая создала свет, уничтоживший все его армии. Женщина, кажется, не обращает на это внимания, а затем показывает ему фиолетовое кольцо и использует его, чтобы убить его. В академии Луиза и Сёа собираются выйти на улицу и посмотреть парад, но перед этим Луиза дает ему пару забавных очков, которые, по ее словам, являются семейной реликвией, и говорит, чтобы он их надел, потому что они ему идут. Сёа надевает их, но не может снять, и это, похоже, было планом Луизы. Они выходят на улицу, где он замечает Сиесту и сразу же подходит к ней, приглашая посмотреть парад вместе с ними, но она отказывается, и вдруг очки Сато начинают светиться. Из-за угла выходит Луиза и говорит ему, что это специальные очки, которые светятся, когда владелец смотрит на кого-то с недобрыми намерениями, и использует свою магию, чтобы его ударить. Затем она тащит его на лужайку, где они встречают Дюка и блондинку, которые тоже собираются посмотреть парад. Сато смотрит на блондинку, и его очки снова светятся, а Луиза снова его бьет, даже пугая директора, который всерьез подумывает о том, чтобы выгнать их из школы. Она снова тащит его, и он замечает Джессику, и его очки снова светятся, и он получает наказание, а потом его снова тащит, и он видит Табиту и снова получает наказание. Его очки продолжают светиться, когда он по привычке смотрит на девушек, а Луиза следит за тем, чтобы он был наказан как следует. Наконец они выходят на улицу, и Сада решает закрыть ему глаза, чтобы он ничего не видел, а Луиза держит наготове хлыст, если что-то случится. Вдруг они слышат какой-то шум и идут посмотреть, как принцесса едет по улице вместе со своим тираном, и Луиза говорит Сато посмотреть на принцессу. Он смотрит, и она выглядит такой же красивой, как всегда, отчего очки Сато снова начинают светиться, и это приводит Луизу в ярость, и она бьет его до потери сознания, пугая всех. А стражники приходят в боевую готовность и окружают их, пока Сато без сознания. Их схватили и привели во дворец, где Луизе не разрешили встретиться с принцессой. Она в гневе достает волшебную палочку, но один из охранников с короткой стрижкой по имени Акс, который оказался американцем, приставляет пистолет к ее лицу и требует, чтобы она опустила палочку. Лузи говорит, что нужно освободить Сато, ведь это она устроила взрыв, а он ничего не сделал, но Акс отказывается. Тем временем Сато заперт в подземелье. Он в ярости пытается выбросить очки, но останавливается, думая, что если так будет продолжаться, Луиза выйдет замуж за какого-нибудь богатого аристократа, а он будет просто смотреть на это издалека как собака и поддерживать ее. А потом, когда умрет, его будут считать неудачником. Он ложится на пол и мечтает о принцессе, но тут его будет сама принцесса, которая говорит, что пришла к нему. Он говорит, что никогда не мечтал о ней, а она берет его за руки и говорит, что у нее есть просьба. Сега снова думает о принцессе и получает удар в лицо от Акза, который сбивает его с ног, а она выхватывает у него пистолет и направляет на него. Принцесса велит ей отойти, потому что хочет поговорить с ним наедине, а Сада дразнит ее, и она снова бьет его ногой по голове, прежде чем принцесса останавливает ее, и она уходит. Принцесса говорит, что видела, как они с Луизой использовали магию, которой раньше никто не видел, и это положило конец битве, и она снова просит их о помощи. Она объясняет, что министры и генералы советуют ей немедленно выступить против Альбиона, чтобы воспользоваться их победой и закончить войну раз и навсегда. Но она не хочет больше кровопролития и хочет поскорее закончить конфликт, для чего ей нужна их помощь. Она говорит ему, что они одни из немногих ее союзников, и он соглашается. Она благодарит его и просит пока остаться в академии с Луизой, но быть очень осторожным, потому что вокруг много шпионов. Она рассказывает, что кто-то проник в подземелье и убил Кромвеля. Она считает, что это не мог быть один человек, потому что замки на двери были многослойными, и только тот, кто был внутри, мог их открыть. А потом убийца вошел и использовал заклинание, чтобы полностью высосать жизнь из Кромвеля, оставив только его тело снаружи. Генриетта смотрит на него и говорит, что он может попросить у нее все, что угодно, и она даст это ему за помощь, которую он оказал, но прежде чем он успевает что-то придумать. Принцесса приказывает Агнес впустить Луизу, и та входит, опустив голову, что пугает Сато. Он тут же отступает в угол, говоря, что смотрел не на принцессу, но Луиза начинает плакать и бросается к нему, извиняясь за то, что напала на него, и говорит, что очень волновалась за него. Стига с любовью смотрит на нее и успокаивает, и к тому времени, как Эминг засыпает, они уже в карете и едут обратно в академию. Луиза показывает ему книгу, которую ей подарила принцесса. В ней должны быть заклинания, но когда она открывает ее, там ничего нет. Они думают об этом, и Сёа приходит к выводу, что книга — это произведение современного искусства, которое говорит о том, что нужно всегда бороться с пустыми мыслями.